Когда за окном царится стужа и снежная погода, нет ничего лучше, чем закимарить под теплым одеялом. А чем тебе запомнился осенний сезон? В прошедшем сезоне было довольно много любопытного, и угнаться за его ангоингами было то еще задачкой. Поэтому давайте в этот раз обо всем по чуть-чуть. Осенью 2023 года стартовал CNN про уличные гонки под названием MF Призрак. Это сиквел знаменитого Инициал D. Я оригинал в свое время так и не посмотрел, но решил попробовать приобщиться хотя бы к продолжению. Так я до сих пор и поглядываю, что там происходит, ведь прошедшей осенью выходил второй сезон, а на будущее анонсирован третий. Что можно сказать? Человек, придумавший эту историю, явно очень любит машины и гонки. На 12 эпизодов MF Призрак 2 повседневности и романтики выделено от силы серии 3, а все остальное сплошные соревнования на спорткарах под Евробит. Помимо этого, ожидайте бесстыдный фан-сервис и бесконечное количество технической информации о строении машин, объясняющей, почему тот или иной участник побеждает или проигрывает в конкретных условиях. Что по итогу? Ничего не понятно, но очень интересно. Специально для любителей абсурдного гэг-юмора, Toho Animation выдала одну из самых красивых, но одновременно кринжовых комедий года. Масштаб деградации порой настолько зашкаливает, что буквально чувствуешь, насколько с каждой секундой все дальше отдаляешься от бога. А порой, вместо смеха, некоторых персонажей хочется просто пожалеть. Но глядя на то, чем сериал закончился, авторы явно все понимали. А я все понял, когда увидел местный пляжный эпизод. Страшно подумать, что будет с рынком мерча, если Пуниру Милая Слизь станет популярной. Ибо обилие форм, которые принимает главная героиня, превышает все мыслимые и немыслимые нормы. Она еще и делает это в виде Хэнсина, а-ля девочка-волшебница. Спустя 10 секунд. Спустя 30 секунд. Спустя 50 секунд. Вроде по времени обычно, но ощущается как вечность. В последнее время стало выходить довольно много сериалов, посвященных психологии злодея в массовой культуре. Если вкратце, то смысл данной темы заключается в том, что антагонист идет по кривой дорожке не из-за трудного детства, не из-за жажды власти или богатства, а из-за любви. Из-за любви к протагонисту. Очень-очень фанатичной любви, что в определенный момент приобретает нездоровые черты, выражаясь в наслаждении и удовлетворении от лицезрения превозмоганий, страданий и побед героя. Даже наказание от борца за справедливость становится своего рода наградой для злодея. Такими были Джокер из Темного Рыцаря, Утена Хираги, становясь волшебницей, такого является и Тидзука Дате по прозвищу Данте из Плохой Поездки, в ее странной, но в чем-то даже романтичной борьбе с девочкой-волшебницей по имени Берри Блоссом. И снова фиолетовые волосы. Да что с вами не так? А вот у Берри Блоссом довольно удачный дизайн. Коллекционерам фигурок стоит быть начеку. Вывод по сериалу? Ах, да. Весьма яркое и остроумное комедийное аниме. Особенно хорошо оно подойдет для тех, кто хотел бы, чтобы «Становясь волшебницей» был рейтинг PG-13. Много на нашем веку было повседневных историй о веселых увлечениях, и особенно в исполнении милых девочек, которые обязательно делают милые вещи. Но не пора ли добавить в это уравнение парней? И, может быть, чуточку драмы? Пусть, к примеру, протагонист будет по уши в долгах и
со смертельной болезнью в придачу, дабы внести в повествование чуточку интриги. И вот, перед нами негативный позитивный рыбак. Оригинальный сериал, погружающий зрителя в глубочайший лор рыбалки, особенности удочек, наживки, влияние погодных условий и много чего еще. Ведь радоваться простым житейским вещам особенно приятно, когда вокруг... Шутки шутками, но, как ни странно, у сериала получается быть терапевтическим за счет идеи «отпусти все проблемы, остановись и попробуй начать с чего-то малого и простого». Порой это действительно помогает, когда ты в тупике, особенно при наличии понимающей компании вокруг. Даже Синзи так из депрессии выходил. А вот чего я не понимаю, почему рыба выглядит так отстойно? Это же главная цель сериала. Она должна внушать шок и трепет, словно морское чудовище, которое необходимо одолеть. Что-то типа... Куроми Мирай хотела учиться магии, но не сдала необходимые экзамены и попала в общеобразовательный класс для обычных людей. Однако, по счастливому стечению обстоятельств, классным руководителем этих аутсайдеров становится волшебница, обещающая научить всех чародейству. Но чародейству не простому, а особенному, отличающемуся от магических классов. Что представляет собой данное аниме? Ну, это как если бы Академии ведьмочек дали прикурить. Точнее, наделили чуточку большей сёдзу эстетикой. Кроме этого, визуал украшает похожая на книжные иллюстрации стилистика, добавляющая волшебства в и без того сказочную историю. Любопытно здесь то, что сюжет не стремится рассказать какую-то банальность о том, как обычным людям повезло стать волшебниками. Все наоборот. Это аниме посвящено индивидуальности, поиску своего особого пути и восхвалению земных талантов вроде готовки, танцев и жажде строить железные дороги. А магия – это лишь способ усилить свои личные качества. Это подчеркивается и яркими архетипами персонажей, из которых состоит общеобразовательный класс, где каждый – это буквально икона, не вписывающегося в стандартные шаблоны образа. В то время как магический класс, наоборот, будто бы представляет собой слепое следование заранее прописанной системе. И даже магия у них больше похожа на использование высокотехнологических гаджетов. Что же за всем этим стоит? Под конец есть кое-что интересное, но в то же время сильно многого лучше не ждать. Как по мне, это такой сериал, в котором процесс, выраженный в идеях, причудах персонажей и визуальном стиле, гораздо важнее итога пути. Что у нас дальше? Герой побеждает абсолютное зло, наступает мир, прошло 500 лет. Всего-то. Да в фэнтези обычно и за 3000 лет ничего не меняет. Вот это я понимаю, киберпанк, который мы заслужили. Футуристические здания, техногенный постапокалипсис, хакеры, хай-тех лоу-лайф. Подождите, они тут еще и магией пользуются? Киберпанк плюс фэнтези, это же Shadowrun. В общем, перед нами история Владыки Тьмы, который был воскрешен своими последователями через 500 лет после битвы добра и зла. Прежней власти больше нет, а мир изменился настолько, что в голове не укладывается. Для возвращения былого величия придется не только искать по всему миру выживших бессмертных союзников, но и адаптироваться к новым способам обретения верующих, что придадут магических сил. И не успейте вы подумать, что это очередное аниме о превращении князя тьмы в игрового задрота, как начинается движуха с жадными корпорациями и технологическими примочками, что сочетается с поисками легендарных сокровищ, богами, героями, древними родами фантастических существ. Мне уже хочется продолжения. Плюс ко всему перечисленному, мечтали увидеть арчих горничных? Не вопрос. У вас не получилось выбить Мавуику, у нас уже есть своя Мавуика дома. Были разочарованы банальными тропами сериала «Ублюдок-сокрушитель тьмы»? Центральный персонаж истории Вилтол – это тот же ублюдок, но с меньшим количеством раздражающих штампов. Не хватает Повелителю демонов 2099, разве что богатой постановки, которая могла бы исправить топорность некоторых экшн-сцен.
Тем не менее, это все еще очень крепкий сериал с редким сочетанием жанров, интересным лором, забавными персонажами и любопытным сюжетом. Спасибо, что Shadowrun. На этом давайте сделаем небольшой перерыв, поэтому увидимся во второй части, когда нас окончательно накроет сезонное обострение. Ты спишь? А я ведь про летний сезон ничего не рассказал. Yo voy a cantar esta canción para mi gente.